Друзья, всем привет! Вы на канале Сладкий Мастер. Готовлю тот самый всеми любимый маковый торт по старому советскому рецепту из своей поваренной книги с традиционными кондитерскими изделиями того времени. Торт получается очень вкусный, с маковыми бисквитами и коржами, который имеет очень интересную текстуру благодаря присутствию в их составе мака. Популярный советский крем с вареной сгущенкой очень хорошо проявляет себя, придавая торту яркий и насыщенный вкус. Особенно маковый торт понравится любителям прошлых кондитерских изделий, которые вспоминаются с ностальгией. И я уверен, что торт станет настоящим подарком для всех ценителей выпечки с маком. Друзья, более подробное описание рецепта, также особенности и мерные значения по продуктам смотрите в рекомендациях, которые я всегда оставляю под каждой публикацией. Для бисквитов сотейник с маком вливаю крутой кипяток. После закипания увариваю мак в течение 5 минут, периодически помешивая. После уваривания снимаю сотейник с огня, отбрасываю мак на сито и обдаю дополнительно кипятком. В яйца всыпаю сразу весь сахар, взбиваю на высоких оборотах миксера в течение 3 минут до получения пышной яичной смеси. Вот такая яичная смесь получилась. Добавляю растительное масло, недолго перемешиваю миксером. Добавляю весь мак, недолго перемешиваю миксером. Всыпаю всю муку, кукурузный крахмал, разрыхлитель, соль и ванилин. Недолго перемешиваю миксером до получения относительно жидкого макового теста. В форму диаметром 23 см с предварительно выстиранной пекарской бумагой вливаю все маковое тесто. Убираю форму с тестом в заранее разогретую до 170 градусов духовку на 50 минут. Готовность выпечки проверяйте деревянной шпажкой. Для крема сливочное масло тщательно вымешиваю миксером в течение 3 минут, чтобы оно стало пышное и побелело. Варенку вымешиваю миксером в течение 3 минут. В 2 приема добавляю варенку в сливочное масло и после каждой порции тщательно взбиваю миксером в течение 2 минут. А для ароматного крема я буду использовать натуральную ванильную пасту с семенами ванили. Капли ванильного бурбона добавляю в сливочный крем. Перемешиваю миксером. Невымешанный крем снимаю со стен чаши лопаткой. Окончательно промешиваю миксером до однородности. Вот такой плотный сливочный крем, который устойчиво держится на лопастях миксера, у меня получился. Для пропитки в варенку вливаю крутой кипяток. Тщательно перемешиваю для получения однородного сиропа. Остывший маковый бисквит разрезал на 2 половины. Посмотрите, какой пористый и пышный бисквит в разрезе получился. На заранее смазанную поверхность кремом укладываю первый бисквитный корж пористой стороной вверх. Пропитываю корж половиной сиропа от общего количества. Меньшую часть крема выкладываю на поверхность выпечки. Равномерно распределяю крем по бисквитному коржу плоской палеткой. При отсутствии палетки воспользуйтесь широким ножом. Сверху закрываю крем вторым бисквитным коржом. Таким образом, проделывая идентичные манипуляции, собираю торт. Друзья, буду очень благодарен, если поставите лайк на это видео. Любая ваша активность продвигает рейтинг канала, а меня мотивирует еще больше снимать проверенные и стабильные рецепты, отработанные лично мною на канале Сладкий Мастер. Окончательно выравниваю торт плоским шпателем. В качестве украшения декорирую торт оставшимся кремом в виде кремовых ракушек по всему периметру. Для нанесения крема я использовал насадку «Закрытая звезда» номер 1Е и кондитерский мешок. Очень важно сначала хорошо выдавить крем, формируя форму, и далее вытягивать крем по направлению бортика, а затем резко оборвать, утапливая насадку в торт. Тогда кремовые ракушки будут красивые и четкие. И повторяем, выдавливаем, тянем и обрываем. Крем так рассчитал, что выдавил остатки крема на последнюю кремовую ракушку. Обсыпаю торт маком в произвольном стиле. Сначала верх торта, а затем боковину. Убираю торт в холодильник минимум на 3 часа для напитывания и стабилизации. Маковый торт получился очень вкусный и нежный. Все продукты гармонично сочетаются в нем. Нежные маковые бисквиты отлично пропитались карамельным сиропом, а вместе с кремом на вареной сгущенке торт получился великолепным. Обязательно приготовьте этот советский десерт для себя и своих близких. Спасибо, мои дорогие, за подписку, лайки и комментарии, тем самым вы продвигаете канал.